Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. Куда? Никуда. Сейчас увидишь. Вот он я. Ха-ха, здравствуйте. Наконец-то. Это будет такой рождественский стрим. Недолго, понятно. Сейчас вы увидите меня на экране. Вот, двоится. Вот звук вроде нормальный. Как звук? Кто пролетел? Вот сейчас вы увидите. Ну, я не Дед Мороз, почти. Всем лайкосы всем. Я на этом канале давно стрим не включал. Уже скоро забуду, как это делается. Сейчас, опять же, моя любимая программа OBS напомнил мне, что я не включал давно компьютер. Ну, именно OBS. Потому что не было звука микрофона, не было вообще никакого звука, какие-то там настройки по умолчанию. Здорово, Шафутинский. Ну, 3 сентября уже пролетело, но следующее 3 сентября не за горами. Да, я чуть-чуть сделал побольше новогоднюю елку, потому что Новый год-то не за горами, дорогие друзья. И этот, можно сказать, на этом канале будет стрим во храм. Ничего себе, какие люди. Только на днях видел тигровые лапки. Всем привет, лайкос. Очень рад всех вас видеть. Америки здесь нет на карте. Ты сам аккуратнее с этими. Всех очень рад видеть. На этом канале только остались вот такие стримы, как в стиле подкаст, какие-то общения или что-то такое подобное. Но последний стрим был очень давно. Я когда сейчас включил компьютер, увидел, когда у меня была последняя трансляция, и мне говорит, что месяц, а уже почти 2 пролетело, как была на канале Драйвер трансляция. Мне вон вчера нарядили, рождественский такой, он тут, короче, такие, Дед Мороз, олень, тут какой-то снеговик, помощник его, тут все, у нас Рождество по полной программе, то есть сегодня и завтра. А следующие пару дней будет, как сказать, у кого есть отпуск, они будут в отпуске до 2 января. У кого нет отпуска, те, соответственно, будут работать, скорее всего. Или на больничном. Всем здравствуйте. Мага, здорово. Шурик, привет. С Рождеством, да. С Рождеством. Все, кто отмечает сегодня Рождество, всех, конечно, с этим праздником. Не буду говорить церковным, просто скажу, с рождественским праздником. Большинство это отмечают потому, что им просто не нужно на работу. И это главное. Да не нужно ключ. Чего? Киушином занят. Мага, привет, Just Cool. Первый лайк, мой братан, на 12 секунде поставил. Мага, кстати, успевает на 12, на 15 секунды лайки ставить. Друзья, все, кто замечал это в последние дни, не удивляйтесь. Так быстро лайки проставлять и писать комментарии, как Мага Гелендваген Drift Channel, никто не может. Такая маленькая реклама для канала. Всем привет еще раз. С праздником. Спасибо большое. Очень рад, что вы все забежали. Я не знал, думал. Сидел до этого, конечно же, монтировал. У меня глаза стали чуть квадратные. Я их решил спрятать просто за очками. Я отмечаю. Да, отмечать все это все очень просто. Вкусный салатик оливье. Это мы отмечаем Рождество почти что так же, как и Новый год. Только единственное, что здесь у нас нет шампанского на столе. А так, в принципе, по еде, то, что, как говорится, поляна накрыта, еды хватает. Ого, очечи, да, они еще могут, смотри, что, они могут вот так делать. Я тут чайку заварил, чаек какой-то, чуть-чуть мята там есть, что такое. Очень клево. На первой минуте Илья. На первых 10 секундах 15 был Мага, ну, Just Go Game сегодня первый успел, Лицом салат на стриме не будет. Нет. Сегодня нет. Точно нет. Сегодня точно. Я вот после того, как намонтировался, у меня уже чуть-чуть кругом голова, решил стримчик включить. И я думаю, это будет реально такой, знаете, заключительный стрим, такой вот разговорный в этом году, последний в 2023 на канале Драйвер, потому что есть еще несколько видосов, которые уже залиты, где я свои мысли высказал, чуть-чуть рассказал, то есть следите за каналом каждые 2 дня, то есть 27 числа будет, 29, 31 декабря будет видос еще будет выходить, оно все уже залито, ждет своего дня, своего часа. Приятного чаепития, кто пьет чай. Да, во храм ты это брось.
Нет возможности Just бросить работу, я бы с радостью. С работы такая штука, я вас предупреждал, ребята, стрим как-то был, я недавно пересматривал кое-что, мне нужно было там для монтажа, и увидел, что я как-то рассказывал девчонкам, мне кажется, я жила, у нас был подкаст «Специальный гость», работайте в меру своих возможностей, вообще работа как бы вредит вашему здоровью, чем меньше вы будете работать на работе, тем лучше вашему здоровью, так что с работой это прекращайте, здесь я прям с Джастом я прям согласен, ты прям это прекращай насчет работы, работу всегда можно бросить, или если она тебя прям бесит, как-то попробовать поменять, я тоже в это долго не верю. В этом году у меня произошло это, то есть, когда набралась чаша, вот это полная чая, вот этого классного чайка, я все-таки одну из двух работ я поменял, и в плане, скорее всего, поменять и вторую. Но это, это такая секретная информация, вы этого не слышали. Но из-за слабого интернета не успеваю написать в чат. Да, у Маги слабый интернет. Я не знаю, сколько у тебя там в Дагестане скорость интернета. Бывает и такое. Но не торопись. Дело не в скорости, что ты написал. Дело в том, что ты вообще написал, что ты находишься на трансляции, что ты здесь присутствуешь. Мы всегда тебя всячески поддерживаем. Сегодня я слышал даже, как и Чиканок этим самым занимался. То есть мы все поддерживаем по мере своей возможности. Я это тоже делаю по мере своей возможности. Вы видите, у меня сообщество теперь уже не на одном канале, а на 2, на 3 каналах прям, да. То есть канал Driver Life, который есть в описании, где теперь только там проходят стримы именно с играми. И, соответственно, там одного или другого по времени возможности тоже рекламируем, показываем, рекламируем, просто советую, как говорят, рекомендации, рекомендую посмотреть моим подписчикам, потому что у меня есть, может быть, несколько подписчиков, которых нет на канале Драйвер, но, конечно же, все наоборот. Сейчас, последние 3 месяца я потихоньку с канала Драйвер на Драйвер Life, которые были подписаны по играм, потихоньку туда перетягиваю. Подписок еще немного, но пускай будет лучше. Мало подписок, но настоящие, а не вот эти, которые там нашортил. Чем больше будешь показывать, что ты успеваешь все на работе, тем будут грузить. Вот! Тимыч, молодец, правильно. То есть никогда нельзя на работе один раз показал, что ты это можешь, на тебя еще больше нагрузят, ты будешь это делать, ты будешь работать за 2, за 3 человек. Это нормальная практика, это все прошли, кто много работал, и я это тоже проходил. Без работы живот уменьшится. У меня вообще супер работа. Если кто помнит, скажите. У Маги тяжелая работа. Тяжелая. Столько в GTA играть, там пальцы толстые, уже опухли в GTA играть. У него еще есть, кроме этого, там он показывал в летнее время года, когда он там идет работать, то есть там мускулатура, бицухи подкачаются. Это, конечно же, прям жесть. Кто не работает, тот ест, запомни, студент. Илья Владимирович, Стар Супер, он, кто не работает, тот ест. Вот смотрите, он ест. У него уже под кепкой столько волос собралось. Вот буквально часа полтора назад он нам показывал, как 3 года назад его прическа по-спортивному выглядела. Это круто. Я это пережил лично. В том-то и дело. И я это тоже пережил. Все, кто нормально работали на заводе или не на заводе, все это пережили в свое время. Это реально не простая тема. Мага-копатель Вот я только что хотел подобрать или Roblox, или Майнкрафтщик, или... да, копает. Лопату, как говорится, в зубы и вперед. Нет, он насчет этого... У каждого работа по-своему сложная. Кто-то психически напрягается, что у него едет чердак, его морально на работе запинывают, убивают. Кто-то физически убивается, но... вот так вот, да. Есть и те, есть что-то посередине 50 на 50, но, конечно же, вообще не работать нет. А труд, в принципе, он сделал с обезьяны человека. Мага, я уже на 2 пальцах на одной руке отжимаюсь. Да, кстати, кто... тащится по каким-то там видам спорта экстремальным, зайдите просто на канал Вахрам, и вы увидите, что все, что вы делаете, это не так уж и прям жестко, потому что у этого человека есть намного интереснее и жестче вещи. Я обалдел сам на днях, когда увидел, как он отжимается, и, зайдите на канал Вахрам и сами посмотрите на это все дело просто-напросто, и не будем... Оставим это интригой такой маленькой. Сейчас я, кстати, найду. Постараюсь. Секундочку.
Блин, за вот эти вот 2 года, которые на Ютубе уже, можно сказать, проживаешь, столько каналов собралось, это просто офигеть можно. Я вот ссылочку вам здесь вот забросил в чат. Так, Мага, я не знал, да. У ЧКНК вообще на 12 секунд потом лайка пропущенные ролики и стримы, которые я пропустил. Так, если что, если кто-то хочет, можно, соответственно, и в Discord зайти, и будет проще, тогда мне можно будет меньше читать, если у кого-то есть настроение. Он мне кровать показывал. У него там под кроватью мешок с наличными. Там лимонов 10 наберется. Он с каждого стрима гребет бабок совковой лопатой. Серьезно? Ну вот видишь, тоже лопатой херачит просто так. Джастич, да, вон сегодня Бархатов мешок закинул. В мешочек! Если... Чат, ну что, хотите кто-то нормально Дискорд врубим, прям в Дискорде зайдем и вперед из песни? Есть желание? Нет? Тогда мне можно будет... Каналов много, а вот людей меньше и меньше. Насчет людей отдельная история, да, это, к сожалению, да. Я тут на днях смотрел один репортаж, и мне нельзя это сейчас говорить в прямом эфире, и там тоже чувак сказал, что развелось кое-каких людей, а людей стало меньше. Это, к сожалению, блин, подчеркнем и оставим. Поставим на этом точку. Это да. И подтягиваюсь на турнике 56 раз, отжимаюсь где-то по 180 почти и не отдыхая. Ничего себе. Я сейчас зайду в Дискорд. Мага, заходи в Дискорд и давайте зайдем в Дискорд. Так, сейчас, секундочку. Я ссылку надо. Я уже даже забыл, как Дискордом-то нормально пользоваться, потому что там редко находимся. Так. Вот так, я здесь. Короче, Дискорд. Сюда ссылочку бросаем, как я не знаю, так вот, наверное. Сейчас посмотрим, это как это работает. Я уже, если честно, чуть-чуть подзабыл. Будем вспоминать. Вот, один тут уже залез. Здравствуйте. Ты в него... Привет огромный. Тебя слышно, как да? говорится, всем привет, всем салам. Слышно. Поздравляю тебя с Рождеством этого. Христовым. Да. Вот, вообще с праздником тебя, такой праздник хороший, добрый. Поэтому, как говорится, вот еще одно солнце прошло. Есть такое. Так, ссылочку на Discord бросил, не знаю, попробуйте зайти, кто подписан на канал, кто нет. Спасибо большое за поздравления. Да, год пролетел очень быстро. И я так сидел, говорю, сегодня думал, смотрел твой стрим, и думаю, блин, я вот реально давно не включал на этом канале стрим, именно на этом канале. Хотя все здесь, все здесь и начиналось, и решил так вот, знаешь, закрепить, так сказать, год. Почему-то прям захотелось включить стрим именно здесь, с моей любимой ОБС, прям, ой, прям кайф. Юльчик, привет. Юльчик, привет. О, давно не виделись, ничего себе, какие люди в Голливуде. Согласен. Да, и, ну, Юля меньше стримов, больше премьер. Летсплей. Я, кстати, Юле тоже, знаешь, что посоветовал, что, может быть, и на Бусте что-нибудь сделать. Ну, там, знаешь, за подписку 100 рублей какой-то контент определенный показывать. Кто Мне знает. кажется, это интересно. Все-таки какой-то источник дохода и будет. Определенный. Кто-то делает себе прайс-лист за проведение там стрима за час. Я не знаю, о ком ты говоришь, я себе пресс-лист не делаю. Может, и я скоро, знаешь, с ума сойду и такой, все, Чиканок Стар, стрим, короче. Да-да, если... 100 рублей. Слышите? 25. Юля, привет, здравствуйте еще раз, летсплейщица. Если Чиканок сделает прайс-лист на стриме, как некоторые стримеры, сразу отписка, прям, я вам говорю, я прям с этого канала прям официально я запишу еще видос, что я отписываюсь. Кто знает, где я живу, пожалуйста, приедьте, ударьте меня в лицо. Приедьте к нему в Апрелевку, отпишитесь прям в упор. Отпишитесь. Я тебя буду отписываться офлайн. Это самая крутая будет. Сразу же чаечек за вас, за ваше здоровье. 100 рублей за час. Но это 100 рублей за час, это, конечно, слабовато, но насчет... Меня, конечно. Ты когда говоришь вот эти вот бусты какие-то, мне напоминает это какой-то разрад за деньги. Так что... Не, там можно определенный контент
причем Юлечка играет у нас в определенные такие игры, где есть очень много таких моментов, где надо зачитать большой текст, разгадать какую-то загадку. И вот эти моменты, где в летсплей, она, допустим, монтирует летсплей, она этот кусочек вырезала с разгадыванием загадки, чтобы там на Да-да. определенном моменте, чтобы не спойлерить, к примеру, да, и Да. там можно будет эти летсплеи называть без спойлеров. Типа, вот мы прошли загадку, тупо сюжеточ показала, а прохождение загадок, каких-нибудь там рукописей, тетрадок, что-нибудь там вот такой контент, типа, хотите это узнать, хотите это понять, ребята, вот у меня есть Бусти, там перешли, подписались за 100 рублей, там 250 рублей на месяц, там, ну или там загадку, ну там варьируется все, в общем, это не суть важна, Да. в общем, и, пожалуйста, вот переходите ко мне на мой Бусти, это будет хотя бы какая-то маленькая, знаешь, такая стимуляция, ну, делайте это, не просто общение, как там, ну, вот у тебя, у меня, мы чисто это делаем, потому что нам нравится общаться, а то, что вот еще ребята, чтобы поддержали монеткой. Здравствуйте. Здорово! Мага, здорово. Здорово, ребята. Здорово, здорово. Вот и услышали, а то все, привет. Блин, наконец-то. Лайк, комментарий, а тебя давно не слышали, не видели, вот так прям вживую, вот живой голос. Мага, здорово. Так, Ты здорово. зайди в говорильню, и тебя вон, уже наконец-то нашел перекинем вас. в Ой, админский. зайти не мог в Дискорд. Ну, здесь закрыто, здесь для избранных. Ты так не говори, так это не надо. А то я сейчас отпишусь отсюда. Нет, здесь просто хочу к вам подключиться. Тимыч, просто говори. Конечно, В конечно. говорильню заходишь, я тебя заброшу суды. Тут, короче, вот как-то вот так. Немножко просто мы подзакрылись, чтобы Очень- ну, там, может кто-то зайти. Я очень рад, что вы все здесь присутствуете, кто может найти минутку, 10 минут, 15, потому что это ваше драгоценное время. Как вы видите, на этом канале это очень редко происходили какие-то вот такие стримы. Все это связано с нашим ресурсом, который бесценен, это наше время. Времени Да. нет очень много. Сейчас драйвер занят монтажом, Чекан занят Xbox, он его облизывает, у него джойстики черные, пальцы от джойстика. У меня пальцы от Да, джойстика это чернеют. понимаете, насколько это все жестко. То есть у меня от монтажа тоже становятся зрачки квадратные, в голове каша реально в голове. нарез. Так, Да. здесь нарезка, здесь эффект. А я даже... Есть нарезка. Да, а вот... Саламчик, Дон. О, ничего себе. Здорово. Что за мирский голос? Это Чекан, это Ку-ку. он тебе сам скажет. Я не знаю, Чекан это или нет. Там Тим замок стоит, я пытался. Во храм зайди в говорильню, потом можно будет перетянуть без Говорильня, проблем. конечно, вы Вам в любой говорите? голосовой чат заходите, а потом мы вас перекидываем. В голосовой, Дон, даже да, если да. музыка или говорильня, как там, говорильня, тут изменяли, да, тут я- говорили написано, короче. Да, это я все изменял, мне нравится. Мне нравится. Да, это, Говорильня. я видел, что это не ты изменил, не ври, нельзя врать Нет, старшим. я все делал. Я все делал. Половину удалил, вынес, ну, как бы подальше. Там всякие, тут было ерунда всякая, которая мне не Да, особо. да. Пишет, зашел. Я здесь. Да не здесь ты, в голосовой. Зайди в говорильню, в голосовая. Видишь, говорильня у тебя Давай, называется и там, говорильня. Вот люди путаются, Говорильня, наверное. да. Наверное, да. Да, вот ладно. Да, пускай зайдет, музыка там зайдет, пускай. Да, ну музыку зайди. 24/7 пускай зайдет или обычно. Вот. Саламчики, и тебе салам. Короче, как-то вот так. То есть вот легкое объяснение нашей ситуации. То есть не находимся так много онлайн, не получается. Но вот такой финальчик, можно сказать. Илюха собирался новогодний стрим делать, как и каждый год. То есть уже это несколько лет подряд. У кого будет возможность, обязательно посетите это. И будет, думаю, весело. Я не знаю, насколько у меня получится на пару минут забежать к вам в гости, потому что я буду опять не дома. Ну и как-то вот так вот. Вот это, зайди в музыку 24/7. Гонорейно. Чё? Гонорейно. Вот человек сразу, вот видно, у него определенно тонкий чувство юмора какой-то. Есть тонкость какая-то своя, скажем так. Кто там? Что там? Зайди в гнориню. Да. Не надо, вот и Тимыч перекидываю. Раз. Конечно, да, это вот, 5 наконец-то. секунд. Привет Тимыч, в Баку. Здравствуйте, на связи Баку. У нас Баку. Азербайджан. Мне что-то сразу это, знаешь, Баку, и сразу хочется А чё, вы пропеть чё? песню из «Сектора газа». Да?
Ага, где вот. чик-чик-чик-чик Обратно и зашел и ку-ку. вышел. Вот он здесь. Тимыч, Здесь. что-то у тебя с микрофоном Опять хрипит микрофон. что-то. Не доставай его. Или А достань. меня нормально слышно, да? Да, Мага, тебя Ой, ты слышно тебя, как будто ты в Германии сидишь где-то в соседнем доме. Или в вот апреле. этот микрофон А, в очень апреле, удобный, да, значит? новый. Ты, наверное, в апрелевку приехал к Илюхе, ему лично и отписаться от него оффлайн, да? Так, Ива Храмыч. Бабам. Сюда Ну, его. говорите, не могут они. Просто могут, надо не просто могут. попробовать, а потом все у вас получится. Да. Смотри, все здесь. Всем здравствуйте, пацаны. Чем молчим? Ау, всем привет. Хух, Ива А Храмыч. чё так- Агапов Кирилл остался, наверное, поэтому... там О, молчу. Тимыча прям надо убавить. У меня на 150 стоит Тимыч. Вот так, потише. Вот. Ну-ка скажи. Тимыч, раз-два. 3-4. Во, пойдет. А то прям этот, я, наверное, когда с тобой стрим последний раз вел, на твой этот аккаунт писал 150% звука и прям такой ты громкогласный стал. Хотел Да ну. слушать рецепты наших блюд, да, поэтому так поставил громко. Так что Вы у меня очень громкие, ребята. мы нормальные, ты у себя звук там наверное, подрегулируй. Давай с этого начнем. Слышь, говорит, мы, говорит, громкие, у нас все нормально, вот так. У меня все Мага, у тебя все нормально, скажи, Мага, нормально у тебя все? нормально. я Вот, всё вас Тимыч, слышу. у тебя все нормально? У меня все зашибись. Вот. Ой, как у меня. Потому что, знаете, почему у Тимыча все зашибись? Ну, Потому что ладно, зашел, Тимыч у нас переходит наконец-таки в нормальные игры, начинает играть, ретро-геймер становится, так что... Возможно, да. Для нас кстати. это нормальный, да. Успокаивает. Для нового поколения не очень, а для нас... Вот. Теперь твоя... Тимыч, твоя Само миссия, царствие. твоя миссия теперь школоту вот эту лет 10-12, которым сейчас, показать, во что мы раньше играли, хардкор какой. Вот. Это миссия твоя Да. теперь будет, Тимыч. Я сам не справляюсь с этим хардкором в данный момент. Раньше справлялся, сейчас не справляюсь. Ну, так тебе... Свои на Вот. 4-м уровне достигал. Учись, Личные навыки. учись на своих ошибках, учи детишек, которые сейчас вот в данный момент начинают только вот играть. Да, это не в Dark Souls играть. А Dark Это Souls. вам нет вот это 10 сохранений за 5 минут, нет такого здесь, то есть здесь... Да. Хочу сказать Убили, одно, да, и что, сразу. Подожди, в храм, да? Я когда в Сегу играл, ну, когда еще, в таком, знаешь, так далеком детстве, наверное, да, я какие-то игры вообще просто проходил. Сейчас вот просто вот я берусь попробовать их пройти, я не могу пройти даже, понимаешь? Это, знаешь, это, мне кажется... Я причину знаю. Ну-ка. Раньше это управление нам казалось уникальным, но сейчас, когда мы взяли в руки современные игры, современное удобное управление, это управление уже нам кажется деревянным. Не Раз. деревянным, оно есть деревянное. Просто для нас оно считалось идеальным. Тогда других игр просто не было. А сейчас расслабились. Не знаю, Ты я просто бэкэмапы- мозги маргарином заплыли. я Майонезом. в бэкэмап, когда Ну, играл, он тоже вроде как, спалил. Ты маслом, что-то ты слишком жирно пошел. Ага. как-то спокойно. Не, ну майонез, там подсолнечное масло, желток там И по все. много раз проходил. Нормально, И нормально. даже думал, то, что там, если на самой великой сложности там брать, и думал, то, что какая-то там концовка откроется. Но так и не открылась, в общем. Ой, эти байки с концовками, они реально тогда все сраные СНГ они поглотили, что, например, если пойдешь 2 раза одного и того же босса замочить, якобы там, не знаю, Ну-ну. тебе секретную концовку дадут, секретное оружие дадут. То есть можно, например, сказать, что тогда пошла байка, что ну погоди, если ты соберешь все яйца, 100 яиц, тебе там мультик покажешь, так кажется, была байка, это просто была ложная мотивация, чтобы все прошли до конца. Вот то же самое. Зато ты делал это с легкостью, проходил, не парился, спокойненько. Прям Нет, у- невозможно. у тебя- мотивацию собрать эти яйца, что ты случайно у соседа яйца оторвал, случайно уже. Да, Такой вот, степени. ты сам ответил на Да. свой вопрос. У тебя была мотивация, Да. Сейчас ты просто знаешь, если я сейчас где-то споткнусь в Dark Souls, у тебя сохранение есть через 3 камушка. А там была мотивация, там тебе нельзя было, иначе ты получишь, не пройдешь уровень с первого раза, тебе такая затрещина прилетит, да? Потому что все надо все заново, правильно? А- Нет, и батарейки ну да, не все вечно. заново, если ты не запомнил код уровня. Если запомнил код уровня, ты его записывал на листочек, вводил и переходил на следующий этап. Ну вот, видишь как. Да, раньше интереснее было. И Вот. сохранение, вот как-то сохранился 2 жизни, там, допустим, Да. и, допустим, одно яйцо у тебя лежит в инвентаре. Да. И другому код тебе и кощее. дает, да, и тебе код и дает, что у тебя 2 жизни и яйцо.
И Тимыч, всё. Тимыч, когда И- купил эту консоль, я такой угораю, знаешь, потому что у меня уже несколько месяцев раньше, вот, та самая коробочка уже была, но вот я теперь на днях еще подарил такой человеку, который меня познакомил с игровым миром, и то же самое, да, и теперь, получается, вперед тоже будет когда-нибудь ретро, да, есть такое. Классная штука, молодец, очень рад. Вы... Я доволен, да, но, честно говоря, не на 100%. Тут раз я чем? обзор ревью ролики, да, точно, то, что на экране показывают. Да, они все В одинаковые. обзор ревью ролики я сказал, что вроде неплохо работает. В принципе, работает неплохо, я не жалуюсь. Но просто там пол игр на японском языке, пол английском, пол японском. Там мне приходится... Китайцы. Ну, классно. Ну, да, стимулы оригинальные приходится ромы мне. взяты там оригинальных игр. То есть, Да. если есть контра, то она и есть контра. Есть. Не, ну зато, Там уже слушай, нет мы Контра оригинальная, Может контра быть, и сама старт. оригинальная, да. раньше как-то не парились насчет этого повода, да, тут не надо было тебе там на русском, там английский, китайский стоял язык, все, довольные Никто в были. Дэнди в детстве не играл. Конечно, все играли, блин, Дэнни. Потом по Sega, да? Ну, типа, да, вот это была вообще самая, мне кажется, лютая игра, в которой, ну, редко у кого хватало терпения, чтобы Жесть! понять правила. Это Нервные, было жестко. нервные клетки не Монополия. восстанавливаются. Ну, потому что Монополия. Не, ну Монополия там попроще было, а вот Маджонг это была вообще какая-то Да-да. игра для меня рви мозг. Я не понимал вообще, что там я до сих пор-то не могу понять правила Маджонг. Не, ну сейчас понятно уже, понятнее уже сейчас. Что там, Для на- домино просто. Да. Лично я не могу до сих пор понять правила бейсбола. Я пытался там с ребятами в открытом пространстве сыграть, но там такие правила, что мама не горюй, там без пол-литра не разберешь. Нет, отбиваешь и базы, там 4 базы у тебя получается. И вот ты когда отбиваешь, ты должен пробежать, я если отбиваю, противник я отбиваю, перехватывает это мяч. не бегу. А зачем я бегу все 4 А базы, ты и б- кто ловит шарик этот во время того, как я бегу? Ловит тот, чей шарик отбили. И если Ну он да. успевает этот шарик кинуть на базу, допустим, вторую, то ты, если ты не успел добежать до второй базы, то игрок возвращается обратно на первую клетку. Если ты успеваешь добежать, то ты там сделаешь сохранение. То есть ты с оттуда начнешь бежать в следующий раз, когда в следующий раз будешь отбивать. А очко тебе засчитывается, когда ты все эти 4 базы пробежишь и пробежишь на старт. То есть ты пробегаешь круг, как в Монополии, пробежал круг, тебе очко дали. Вот, Мгм. а чтобы пробежать круг, ты должен отбить мяч настолько далеко, чтобы противник не успел этот мяч кинуть на базу, на которую ты бежишь. Вот что. Вот как бы, в принципе, весь бейсбол. Я не понял, Ну, ему очко дали или в очко дали? Я ждал вопроса. Шарик. Сколько действия ради одного очка? Черт побери. Да, Да. пробежать. Ну, то есть там физические нагрузки именно. Тебе надо сначала отбить, а потом еще пробежать там приличное расстояние. чтобы Не, ну у тебя- вы, пацаны, вы просто помните русская добрая игра? Лапта. Лапта. Все. Ты бежишь, если тебя выбьют, не успел добежать назад, все, ну ты проиграл. То есть прям гейм овер. Просто все очень простая очень игра. Это лапта. У тебя есть только одна попытка туда-назад, да. Если будешь назад Да. бежать, тебя выбьют мячиком, ну все, типа ты прогорел, До свидания. твоя жизнь закончилась, гейм овер, начинаем все заново, да. Да. Просто... В середине ребята бегают, а Да. двое людей с Ну, мячиком кидают. смотри, лапта от бейсбола чем отличается? Люди в лапту играют от души и для кайфа, а в бейсбол получают бабки за это. Вот и все. О, Это за Блин. бабки. А в лапту играли все время во дворе, клево Я было, удовольствие. кайфовали. Во дворе Вот для человек удовольствия, как в футбол Германия. тоже играли, и в баскетбол Сидел, тоже играли. вот Сначала для рассказывает. удовольствия, Подожди. играют сначала для удовольствия, чтобы потом зарабатывать деньги. Это все поочередность, ребята, поочередность. ну да, ты хочешь за свое хобби еще получать копеечку. Ну, в принципе, да. Ну, Вознаграждение, в принципе, я согласен. То же самое, как у нас сейчас с вами, да? Мы сначала играли из Sega PlayStation ради удовольствия, а сейчас мы пытаемся из этого что-то глобальное делать, благодаря Ютубу, современным технологиям и так далее. ну да. Я от Ютуба только общение ловлю. Мне это очень нравится. А когда мне кто-то еще и за мое, компенсирует мое время там, да, вот, монеткой поддерживает меня, я понимаю, что я трачу не просто впустую, да, не только свое время, но еще время того У человека, нас уже который ко мне прошло то зашел. время, чтобы просто гонять игры и просто разговаривать на Ютубе. У нас же пришло время немножко это воплотить свою мечту в реальность, да, так скажем. Серьезно уже?
Я что-то Уже пропустил? пора, Я что ли? что-то пропустил? Подожди. Я что-то пропустил. У меня пару месяцев не было здесь на стримах. Разбудите его. Доброе утро. Олег уснул на стриме. Кто-то получает зарплату, а мы за бесплатно разговариваем. Круто. Лайкос всем прожали, сразу же комментарий написали. Кстати, я это говорю несколько раз. Вот из нашего сообщества Чиканок и Драйвер, да, вот я Давай. спустя сколько времени я представляю себе, вот вы с Чиканком, Драйвер оба, вы хорошо можете ведущим какого-нибудь радио работать. Создайте себе радио, и вот там можете вывести отличные программы, беседы, разные рубрики, как Европа плюс ТВ. Можете, кстати, работать на Европа плюс ТВ, у вас хорошо получается. У вас обоих хорошая харизма ведущего именно. Ну, спасибо. Да смотри, Чиканок харизму отъел, у него в экран не помещается. Отъел харизму. Я да. Нет, смотри, здесь все... Все помещается, волосы не помещаются с кепкой уже. Да. Нет, здесь все, смотри, здесь все намного... Говорить о моих волосах, они будут расти. Да, это знаешь, это как этот... Она говорит, что Чикан, я говорю, ты что-то не помещаешься совсем в экран. Я говорю, да, не помещаюсь, у меня там мускул вырос. И показывает свои мускулы так. Я говорю, все, боюсь, не надо. Это когда вот Мужик, да, мужик. Нет, здесь все намного... Показать? Вот, сейчас покажет. Сейчас просто смотри, все просто. Уже здесь Ты не показываешь вообще. на ютубе Я тем мы еще занимаемся. Общаемся, и вот этот вот ты можешь ставить потом значок, это как подкаст. То есть это уже будет стрим, потом его можно будет и слушать, не только смотреть. То есть да, у кого есть определенный интерес. Это будет потом как радио, можно будет просто воспроизвести, тоже в своем роде, да. Ну, конечно же, идея твоя, Да, Тимыч, отличная неплохая. идея. Время бы еще бы было. Если бы реально, знаешь, вот я уже об этом думал на днях. Если бы предложили мне сейчас, знаешь, вот именно предложили... Сообщение про лист своих часов. Нет, тормози. Про это даже не вздумай про это говорить. И скоро тебе за это по шее сам дам, настанет время. Нет, дело в том, если бы, допустим... Подожди, я понимаю, ты это сейчас выскажешь. Если бы сказали, допустим, мы тебе будем платить деньги и каждый день этим заниматься. Вот понимаете, пацаны, ребята, это все не так просто. Мы сейчас сидим здесь, кайфуем. Ты будешь уверен, что завтра у тебя в кошельке что-то появится, и ты можешь пойти там купить себе банально покушать. Да. И не только себе, а есть еще ответственность, обязанности. Семья. перед другими. Семья, да, конечно. И здесь уже Я этим занимаюсь. вопрос. Я этим занимаюсь, как и Илья. Мне это нравится. То есть все очень просто. Но я сейчас к чему веду? Я просто пробовал несколько дней подряд, когда вот играл, стримил, это было год назад, когда я на больничном находился, у меня было 6 недель времени, пока я сидел с гипсом. И день-два, все весело. Но после 4-го дня веселье у меня лично прошло. Да, выгораешь. Вот, это слово выгорание, пускай оно будет, пускай вот подчеркните его, потому что на 5-й день потом просто сидишь, втыкаешь, не говоришь ни с кем, тебя уже все начинает бесить, нервно, и это... нужно. Ну, прям хрень какая-то получается, то есть я вот, знаете, хочу... Я Самому не нравится. Ты выгораешь не от того, что у тебя стримов постоянно, ты все это выполняешь. А ты выгораешь только из-за того, что мало как бы людей просто. Ну да, нет, здесь оно просто в долгосрочной перспективе у тебя все, и ты не видишь конечный результат, и понимаешь, что типа ты можешь сейчас просидеть, можешь просидеть год, там, 5-10 лет, и остаться на том же месте. Ну, я да, сегодня есть такое. на стриме посмотрел свои стримы, вот которые первые, там, с чего все начиналось, я такой, я очень далеко ушел. Ну так у тебя вот за последние 2 года просто... Я очень далеко ушел. Прям, куда-то я ушел. Прям, не знаю, как не мне себя, конечно, судить там как-то или оценивать себя. Но вот посмотрел я на себя со стороны, такой, я развился, причем так прилично, да. Очень прилично. И благодаря, конечно же, опять же таки, своей аудитории, своим... Я не могу... Вот это слово подписчики, но благодаря ним... Не, на самом деле у меня не подписчики, у меня друзья, потому что я со многими на коротком. То есть там какие-то WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, в Дискорде постоянно с кем-то, общаешься. Это круто. Если бы тебя, смотри, если просто 10% от твоих подписчиков, числа подписчиков, не подписчиков, а числа подписчиков, 10% присутствовали бы каждый день на стриме, все.
Вот твоя зарплата. А этого не происходит. К сожалению, у тебя только 0,1 присутствует. Хотя бы это уже круто. Потому что 10% у тебя было бы, там, скажем, 98 человек. Да, это вообще прям разрыв башки. Но этого не происходит почти ни у кого. Даже у тех, которых 100 тысяч или миллионники канала я видел на днях. У миллионников, у них, если 5% находится... Полетел, да, Джастич. Илья узнал. Настройка. Да, Илья узнал, когда теги, это Настройка, было 2 года назад, там, а теги, Да. а что с ними Да, делать? теги. А что их, Что это такое? солеными их и надо есть или поперчить их Да. надо? Нет, На он не самом знал. деле, настройка вот этих вот всех ютубовских подводных YouTube камней любовь очень YouTube. сильно влияет. Там, Там как я знаю. единственная проблемка была с тройными тегами. Я долго втыкал, как это делать вообще. Я там сидел очень Тег в долго. названии, тег в описании и тег в Вот тегах. описание вредит, короче. Привет, Василий Качки, привет. Описание, оно вредит, короче, типа. Оно типа Почему? тебя зачерняет, короче, ты. Нет. Да, все работает, я бы не сказал. Информация. Ну, потому Ой, что Олег, не когда ври- скинул, короче, информацию по поводу того, то, что, блин, если ты в описании ставишь теги какие-то там, допустим, Мгм. ну, там, через решетку, Ну, понятно. по идее, по факту, ты, короче, в черный банк, короче, с этим всем своим, ну, то, что ты делал, как бы, Дружище, Нет, получается. это как если вот ты их это, там да. превышаешь какое-то определенное Ну, количество, в там, названии можно поставить. Название видео, например, первую часть, не знаю, замок, там, темная душа и так просто далее. дело Да. в том, то, что количество, если ты прям засрал все свое описание одними тегами, то есть вместо того, чтобы тебе там написать в описании привет, там буквально 1000 символов хотя бы занять, да, из 5000 возможных, а вот ты забиваешь все 5000 этими тегами, то все, тебе YouTube говорит, ты с ума сошел. Извини, Мгм. тебя такого нельзя никуда рекомендовать. Ты сумасшедший человек, ты что-то хочешь нездоровое. Ну, описание для Удалил. описания вообще-то, если что. Описание для описания, да. Оно так и Описание должно называется. быть, да, Про ёмким, но в список- то же Про время... список тегов очень сильно вот обратил внимание, то что, блин, ну есть там, допустим, да, какая-то программа там, да, там уже теги готовые, там, ну, для особо сильно там, ну, как бы ленивых, да, Да. но по факту Пользуюсь. те теги, которые вы туда вставляете, короче, вы по факту, блин, помогаете другим блогерам это все делать. То есть не к вам приходят, а к другим это все дело приходит. Это Потому как? что, ну, то есть вот так вот. То есть ты ставишь, допустим, теги, какие там Булкины, там какие-то Хирулкины, там какие-то, или еще какие-то теги. То есть теги, которые были использованы и пользуются другими пользователями. Ну вот смотри, пример у Олегича, допустим, название драйвера, да, и он играет в драйвера, он берет теги под словом драйвер. Это драйвер там ПК, драйвер PlayStation, драйвер. Подожди, Тимми, сейчас прям договорю, он прям берет Да. эти теги на именно прям вот по игре, конкретно по ребят, игре. Он берет... ребят, я Вахрам, не исключил- перебивай, сейчас закончу мысль. закончить. И прям вот ты берешь по этой игре именно те слова и теги, которые тебе, ну, не то, что нужны, а самые популярные. Как ты говоришь, вот с этого сайта ты берешь именно на вот эту вот игру, правильно? Ты берешь Мгм. и Да вставляешь. нет, Именно ты я- вставляешь именно теги по игре, а не по какому-то каналу и кому-то там что-то продвигать. Конечно, если ты будешь выкладывать контент по Маше Медведи, будешь везде писать Маша Медведи, конечно же, он будет продвигать Машу и Медведя, а не твой контент. Ну, Да. это Нет, логично. Я лично считаю, то, что как теги, короче, я как делаю, допустим, у меня там сколько там, 60% тегов идет, допустим, да, то есть я заполняю там уже не на 60% там вот эту вот систему, короче говоря, поиска. Как оно получается? То есть я беру какой-то тег, короче, со своего описания, добавляю туда, в этот список тегов, и занимаюсь, короче, с дополнением тройных тегов, короче, чтобы у меня были тройные они. То есть тройные теги, они заполняют где-то примерно Ну, что такое тройной тег, 60-70%. Вахрамыч? Ну смотри, допустим, ты берешь, короче, свое название, то есть которое ты написал, короче, видеоролику там какому-то, да, допустим. То есть ты Драйвер. выделяешь, короче, 3 слова из этого описания, и Да. потом через запятую ты потом выставляешь их в эти, короче, в теги. То есть получается. И у тебя вот эта система, там 5 из 5 уже тройных тегов, она уже у тебя сработает. Мгм. Потом, значит, что еще обратил внимание, Анафема очень сильно подросла. Тот самый, ну, первый ролик, который у меня был вот по Анафеме,
которого Hitman 2 Бесшумный убийца проходил. Я как раз по этой системе его все расставил, все поставил. То есть и примерно взял и разделил это все на какие-то рубрики, да. Мгм. И сейчас, ну, сколько у меня получилось? 2900 просмотров получается за год и 79 лайков там. Мгм. И при этом я особо сильно такого там ничего, то есть как бы не подстраивал и как бы не А накручивал. тема видео какая? Ну, Очень специфическая, как я понимаю, очень узкая, правильно же? Такой на Ютубе, типа, нет, ну это ну, особо сильно, ну даже как бы это просто ты просто рассказываешь про прохождение, как ты это проходишь, и все, как бы Ну, так. окей. это какое-то Прохождение с специфическое комментариями, просто. да, если я не ошибаюсь? А? Прохождение с комментарием называется, если я не ошибаюсь. В смысле, я не понял тебя еще раз, можно? Прохождение с комментариями называется эта схема. Ну да, прохождение с комментариями. Тут в комментариях Да. ключевое слово, если Опять же что. таки тег, да, опять же Нет, таки ну тег, оно... опять же таки тег, Но... который работает. Он у тебя Нет, он у я тебя этот тег... идет и в названии, он у тебя идет и в описании, он у тебя идет и в теге. Вот тебе тройной тег. И я этот тег не вводил. Получается, вам по факту надо, короче, сделать это 5 раз, чтобы, короче, вам ввести, короче, тройной тег. Неважно, какой он есть, но главное, то, чтобы он, как бы, это, именно сопутствовал, сливался, короче, с вашим названием видео. Дайте мне Вот и 4 всё. минуты, я зайду, Да я понимаю, сейчас у кого-то завтра. горит, у кого-то... Понимаете, у нас Just Go Game, как бы, ну, я понимаю сейчас, что происходит. Зайди на Виктория, канал, привет. О, у меня Dark Souls посмотри на скачался, этом, да, кстати. и всё, как бы так. Поздравляю, поздравляю. Dark Souls 1? Да, скачался. Бархатов посоветовал попробовать. Говорит, начни с первой части. Тебе, Тимыч, тебе хана. Бархатов всем советует, а сам куда где-то непонятно где шляется. И сегодня у него стрим, он сидит, молчит, ни с кем не общается. Что это за стрим такой? Кстати, Ему вообще строгий выговор от меня и палка по голове получит. бан. Так не делается. Если он сделал... Сейчас, если он сделал так, если он захотел так делать, то, ну, пускай он так делает, я ничего не осуждаю, ничего сказать не могу. Но он же сам и написал, и сам же свое правило, опять же таки, обосрал. Зачем так делать, непонятно. Он Поэтому... сказал, что я болею, у меня температура, но я хотел поиграть, подстримить и немножко с вами пообщаться. Он мне так сказал на стриме. Я недавно у него был, где-то минут 15 назад. Но я к нему зашел, никакой реакции на то, что ему люди пишут в чате, не было. Не, у него на все одна хорошая реакция. Называется... Все. Да, все, мы поняли, можешь не повторять, правда, мы не расслышали, ну и ладно. Ребята, дайте сказать, Да? в общем, еще есть одна проблема, допустим, ну, каждый, короче, ну, начинающих, допустим, блогеров и, как бы, даже стримеров, ну, то, что по факту... Чекан 1-0, хорошо. По факту еще то, что у нас есть одна кое-какая единственная проблема, это то, что многие, как бы, зрители, то есть, которые, допустим, ну, знакомятся, короче, с нашим каналом, смотрят, определяют это все дело по превью. То есть, если превью Нет, не классно, обязательно. хорошо сделано, классно, хорошо Обложка сделано, или то именно отлично. превью? Извини, что я перебил. Обложка видео или превью именно видео? Не, Ну, превью, именно вот это, да, именно превью, превью которое, да. видео, да. То, что бывает, то, что заходит, именно то, что обращают внимание про превью. Да. Да, на картиночку сразу. Ой, картиночка понравилась, нажал. Кто это Ну делает? это... Кто так делает? Все так должны делать, потому что через... Кому картиночка нравится, он нажимает. Да. Ну, лично человек за 20 лет, он сначала, наверное, будет в поисковике вбивать то, что ему нужно. Человек за 20 будет искать контент по названию, а не смотреть на картинку. Ну, это мое сугубо такое, никому не нужное. Ну да, у каждого То есть свое. название, как бы, мне кажется, решает большую роль, Ну, чем я не картинка. соглашусь, но я не соглашусь с этим. Если Марин, допустим, как бы я просто услышал одну информацию там, да, то что действительно как бы по превью это все дело как бы смотрится. Если плохо превью сделано, допустим, по факту, то зрители как бы не зайдут. То есть у вас просто будет количество каких-то показов, ну, просто то, что показывает, то, что то есть каждый пользователь, который именно смотрел именно в галерее, допустим, советов, чтобы посмотреть, высветилось, допустим, ваше видео, и он, собственно говоря, просто отказался смотреть и просто пропустил вас, и все.
Ну, в этом что-то есть свое. Безусловно. Если у тебя будет просто серая картинка, то вряд ли кто на это, как говорят, на крючок, рыба на крючок, никто не пойдет, не посмотрит и никогда YouTube рекомендовать не будет. Все бывает. YouTube же тупит, честно говоря. Да. Так что Нет, YouTube не тупит. Вот Яндекс, он пиздец тупит, я вот хочу сказать. не Правда, ругайся. вот На, Яндекс, ка- вот Яндекс, на канале YouTube драйвера тупит. Олеговича YouTube матершинная тупит, брань благодарна. Реально. Нет, запрещена. я просто говорю, то, что вы там вот выставляете, короче, видеоролик, и можно сказать, то, что вы его просто взяли и закинули в лес, и вы так вот, ау, где Да. люди? Да. И вы в лесу, короче, просто вот этом остаетесь, и все как бы так, и ничего там даже, ну, нету такой выборки, как бы, как у Ютуба, то есть выборка самого Ютуба, в общем, то, что советует, допустим, что-то посмотреть, она Да. намного лучше работает, чем у Яндекса. То есть поэтому я не соглашусь, то, что YouTube действительно настолько тупой. Ну, в А первую... никто так и не говорил. Нет. Он неблагодарный. Просто- Он неблагодарный. Привет, Лен. Просто есть такие вещи, то что нужно их все рассматривать. По факту, Все. короче, именно превью, по факту того, то, что как правильно нужно настраивать именно, когда вы запускаете свой видеоконтент, допустим, или какое-либо название. В первую очередь ты, как настройщик твоего видеоролика, стрима, в первую очередь от тебя все зависит. Потом зависит от того, как его смотрели, как реагировали на твой контент. И потом уже YouTube уже смотрит, что с тобой делать. Рекомендовать тебя или будешь сидеть спокойно. Потому что... Накрутки, ребята, Потому что накрутки. ты сиди накрутчик у нас номер один. У человека, 3 человека на стриме, 57 лайков, короче, вот так вот, накрутчик. Нет, 14 человек. 14 человек на Нет, стриме. ребята, И ну, 57. бывает, Еще до 1000 не дошел. Не, ну, бывает Сегодняшние такая 3,5 ситуация. часа, 24 лайка. Это нормально. Нет, Это смотри, это моя нет, смотри. аудитория. Да, да. Смотрите, ребята, бывает такая 96 ситуация. просмотров. Нет, бывает такая ситуация, то что вы вот выложили видеоролик, ну сколько он там, ну 345 просмотров набрал, да? Да. Ну мало от это всего, очень даже мало. Здравствуйте, Потом раз, Just Go Game. Джаз, здорово. Через какой-то год определенный, Здорово, он братан. начинает Здорово. набирать. Он начинает набирать. Ну, То есть всяко я бывает. обратил внимание, то, что с каждым, короче, выпуском, допустим, через Новый год, допустим, вот Новый год, короче, вот, ну, прошел как бы, да, Новый год, можно сказать, вы, то есть, получаете за свои старания какие-то вознаграждения. То есть я вот обратил сильно на это внимание. В плане, То есть, какие вознаграждения? От кого? Ну, от кого? Именно я имею в виду в том плане того, то, что именно от зрителей. То есть вас начинает, короче, прокручивать и советовать. То А, ну вот то есть такое твой я обратил контент внимание. начал годом А, позже только работать. Ты имеешь в виду это? Да, именно так. Что, то есть любой проект, который вы создаете, Ну, конечно, ты посмотри, вот Илюха 3 года назад сидел, никто его не знал, а сейчас только пукнул, у него 20 человек на стриме. Все правильно, это через время работает. Илья, Так, твое Just Go Game. самое первое какое видео было? Давайте дадим сказать слово Just Go Game, потому что Да, он у там нас по теме 6-й хотел участник. сказать. У меня там накипело, я даю всем выговориться. Ну. Дальше буду говорить я. Ну да, если сейчас Джаз начнет говорить, то да, все. и желательно, ребят, давайте не будем перебивать, потому что человек за определенное количество времени добился успехов именно настройками Ютуба, успехов, которые, ну, наверное, я за свои 3 года еще не добился. Ну, даже по числу подписчиков возьмем так. Я могу сказать, что на моем канале сейчас 1000 подписчиков, и это не говорит ни о чем. Но также я могу сказать, что по моим советам есть каналы, которые дают годный контент, и там мои механики работают, и есть каналы, которые ушли уже за 100 тысяч подписчиков, есть, которые там 6 тысяч подписчиков, Илья их знает, часто Да. меня там видит, с Вовкой, например. Да. Вот, и другие каналы, которые уже за полтинник тысяч подписчиков набрали. И мои механики работают. Это не мои механики, это механики Ютуба. Вопрос, как их понимать. Давайте поговорим с вами о хэштегах. То есть теги, которые с решеточкой. Во-первых, их количество самим Ютубом рекомендуется 5-15. Устаканим этот момент и закрепим. Закрепили. Второй момент. Как работает этот хэштег? Меня бомбануло с утверждением, что вы работаете на другие каналы. Вы точно так же, как работаете на другие каналы, так и они работают на вас. Но у вас 1000 подписчиков, которым вы можете порекомендовать этот канал. То есть для них это пшик. А у них за 100 тысяч подписчиков. И из них какое-то количество перейдет для вас, это уже далеко не пшик. Для вас это серьезная сумма и большое количество людей.
А как Да. это работает? А очень просто. Есть теги, которые вы прописываете в настройках видео, это рекомендации видео в поиске, да, то есть вы теги указали и через поиск попали. А есть хэштеги, когда вы смотрите чье-то видео, допустим, драйвер, игра драйвер на PlayStation, и там стоит хэштег драйвер. Да. Угадайте, какое видео попадет под рекомендации видео, когда видео закончится? Ну, вот знаете, там под комментариями идут обычно ленты других видео, которые рекомендует YouTube. Угадайте, какое видео попадет. С тегом. То, которое имеет хэштег драйвер. Мне- Попадя на это видео с хэштегом драйвером, будет рекомендоваться видео вот этого человека, которого сейчас посмотрели. Это все взаимно. Но у них 100 тысяч подписчиков, а у вас, допустим, 10 подписчиков. Что вы дадите этому каналу? Ничего. А вот они вам могут подарить за счет этого хэштега очень большое количество подписчиков. Вот с этого меня бомбануло. Большой Да. охват. Не надо путать людей. Да, посмотрел 100 тысяч подписчиков, а тебе YouTube порекомендовал тебя маленького. А Это вот еще ты посмотрел 100 тысячного, а вот тебе еще такое же видео, только вот маленького. всё верно. Кстати, вот Ну, кто уйдет от тебя, да. кто пользуется приложением VitaIQ, реально пользуется им и понимает настройки VitaIQ, справа есть специальные настройки, справа видно, кому и сколько раз YouTube рекомендовал твой видос, если что. Там тоже есть такая Я штучка. даже не знаю, что это приложение-то. А мы как-то об этом уже рассказывали. Ну ладно, Мы как-нибудь... рассказывали. Мы не раз, рассказывали, потом если что, говорили. можно будет познакомить мага. Там опять же по настройкам, как именно по настройкам твоего контента. Настройку, Просто да. я видел такую штучку, то есть они там, ты посмотрели твой ролик 200 раз, а когда ты смотришь, там VitaIQ его предложил, допустим, 5-6 тысяч раз кому-то показал, где-то в окончании видосов, где-то в просто, рекламе. Это офигеть Настроение. как. Просто, если, допустим, его и рекомендовал YouTube, заходит, а там человек на 4-ю секунду просто выключит и запомнит и нажмет кнопочку, этот канал больше мне не показывать. Если он реально хрень такая, я сейчас тоже пару каналов находил, совершенно случайно нажимал, чтобы мне этот канал больше YouTube не предлагал, потому что я эту нудятину слушать не хочу, извините. И так же самое, рекомендацию YouTube, вот, я последний раз прикалывался, Чиканок Стар Супер, думал, Бархатова найдет меня, не найдет, потому что Бархатов такой крикун. Блин, пару роликов проскочило. И опять же, вот, только что Илюха упоминал, Dark Souls. Dark Souls. Прикинь, да, вот да, вводят те Dark самые, Souls, тот самый контент, который Бархатову банили, просто жестко страйками банили на Ютубе, именно через этот контент ты его и встретишь на Ютубе, представляете? Это Да. просто кайф. То есть, понимаете, это в этом случае Бархатов выиграл тем, то, что реакция его, даже она была негативная в некоторых комментариях, он там, мне пишут, какая нахрен разница, позитивная, негативная, просто была реакция на контент, просто тупо сыграла роль реакция. То есть вообще люди как-то реагировали на его контент, кому-то понравилось, кого-то бомбануло, да. Если тебя комментарием заваливают, у меня таких есть несколько роликов на другом канале. Ролик, который, блин, ничего особенного, но его комментарии подкинули вверх. Все. Так же самое с этой херней получается. И у Бархатова также сыграла роль, то есть там просмотры маленькие. Но его рекомендует YouTube, потому что у людей была на этот ролик реакция. И кто-то поставил дизлайк. Я знаю, почему рекомендуют, честно скажу. Помимо тегов и хэштегов, так скажу, да, то есть, вы это уже знаете. У каждого канала, у каждого абсолютно канала, да, Да. как у каждой квартиры свой определенный ремонт или своя обстановка. То есть у каждого канала есть своя фишка, своя харизма. Бархатов определенно свои харизмы тащит, Игровер свои харизмы тащит, Чеканок свои харизмы тащит, я свои харизмы тащу, Даня Везлищев свои. Это зависит от подачи контента, как ты разговариваешь с людьми, как ты отшучиваешься, как ты рассказываешь про то, что ты играешь и так далее. Все верно? Извините. Да, Илюха там что-то начал хихикать. Извините. Смотрите, все просто. Вам Будет показывать камеру через несколько минут, приготовьтесь. да, на далекое будущее вам напоминаю, я вот практикую эту штуку 2 года, просто прописывайте свой тег и в каждом контенте своем именно, пишите его и все, именно свой. Ставьте его в названии ролика, в описании, в тегах, именно свой тег канала, его везде вгоните 1-2, чтобы нажимал человек на это слово и весь контент ваш выпадал. Я вот на протяжении нескольких лет это делаю, и круто. А что такое, Just вылетел, что ли?
Все уже вставили. наверное, у Как него... вылетел, так и вставили. Он Я с звоню, мобильного устройства, все У него понятно. текст закончился, он по тексту читал, у него текст закончился, поэтому... Не-не-не, Джаст, пожалуйста, можно голос в студию, пожалуйста, Джаст. Не-не, я просто за рулем не хочу, чтобы фон шел. Я слышал, эхо было, все-таки через радио эхо это, Поосторожней да? за рулем, там, Да, поосторожней, я поэтому ребят. выключаю голос. Все, понял. Всё нормально. Да, все равно Ладно, Я аккуратнее. просто еще рулем, не закончил. Я жду своей очереди, я продолжу вас разносить. Нет, прямо сейчас начнем. Если у тебя Давай. есть минутка, разноси, только главное аккуратнее за Давай, рулем, давай. реально. Так-то Да, что? за рулем. Нас разнесли, я хочу. Да. Ну, то есть, получается, ты косарь Джаз набрал благодаря, в общем, этой системе. То есть, получается, у тебя уже не было такого, то что... Настройка видео. Настройки, да, настройки. Не-не-не, большую часть зрителей я набрал через шорты, через систему с шорцами, но она сейчас уже не работает. После того, как YouTube прикрутил гайки на шорты, она сейчас не работает. Да, И да, у да, него вот у меня из-за тоже этого, такое. а зачем она не Первый работает? косарь у меня в шорте как раз Ща- я набрал. Я сейчас объясню. Механика как таковая, она осталась. То есть тебе для того, чтобы активно продвигаться успешно, тебе надо в день выкидывать хотя бы одно видео длительностью 5 минут, желательно 5 минут. Ну, каждый из нас все равно делает 20, 30, 40, час. Но хорошо, допустим, если вы делаете длинное видео, но пускай это будет видео не более 30 минут. Да. Это от этого очень сильно страдает CTR. А если вы выпускаете Ну да, раз как у в день меня. 5-минутное видео, это вообще идеально. К Кайф. этому 5-минутному видео обязательно докидывайте хотя бы один шорт. Хотя бы. Я говорю хотя бы, потому что желательно 3 шорта. Потому что из 3 шортов стреляет только один. Да. Вот. Соответственно, при такой механике, именно при такой механике, у вас будет постоянный стабильный рост. У меня вот, например, сейчас времени, извиняюсь, нету. От слова У меня совсем. У меня есть вопрос время для только... Подожди. Сейчас я добью. Подожди. У меня, к сожалению, времени нет, поэтому я не успеваю шорты делать. Но если бы у меня это время было, я бы их делал. Последний шорт, который я запулил 2 дня назад, я это сделал не как положено утром с 7 до 9 или вечером с 4 до 6. Я его запульнул в свободное время. И он у меня набрал что-то, по-моему, то ли 3, то ли 4 тысячи просмотров. Ну, нормально. Нет, ну, ребята, ну вы согласны по поводу того, то, что в ИЗ, как бы, вот эта вот тема, она, ну, как бы, ну, 50 на 50 просто. Бывает Кто так, просто слышал люди, музыкания моего серого кота? ну, Не слышал. 50, Какая ну, тема то есть, ВЗ? ну, я имею в виду взаимные, в общем, вот эти вот подписки, вот, то, что вот есть какие-то определенные люди, которые вроде как и остаются, и внезапно приходят, допустим. Мгм. А у меня Заимки встречный то. вопрос. Заимки А тащат. у меня Можно встречный вопрос задам? У меня вопрос остался. Подожди. Секундочку. Хорошо. Джозеф, Джастин. взаимный вопрос. Тёма, Да, мы взаимный вопрос. А вот у тебя есть, ты вот один стример, ты один подписчик свой собственный на канале. Вот тебе пришла взаимка. Видео у тебя не набирает никаких STR, потому что, ну, мало ли почему. Превью нету. Кстати, это будет 3-й пункт, и в нем ты абсолютно прав. И я это скажу. Вот, соответственно, видео у тебя не набирает просмотров. И есть только один взаимный подписчик, которому тоже интересно набирать просмотры. Как ты думаешь, откуда возьмутся эти STR? Именно эти же взаимки, и в зависимости от честности этих взаимок. То есть Мага, допустим, берет и смотрит все видео до конца. Если он пришел, тебя оставил комментарий, значит, он посмотрел твое видео от и до. Он не посмотрел твое часовое видео 2 секунды, на этом закрыл с комментарием: «О, я все видео посмотрел». Такого не Лайк. будет. Если Лайк Мага тебе. зашел, он Классно. он посмотрел тебе видео полностью. Если Олег Драйвер зашел, написал тебе комментарий, он тебе видео посмотрел полностью, и у тебя CTR 100%. А YouTube видит, что у тебя CTR 100%. И он такой: боже, да у меня просто тут гений нарисовался, дай-ка я крутану его видео. А дальше уже CTR начал падать, потому что не каждый смог оценить, понять гения, понимаешь? И там уже уповать надо не на статистику YouTube, а на свои собственные таланты. Вот. Но по факту вот эти взаимки и продвигают твой канал. А дальше, когда ты уже зашел за 1000 подписчиков, у тебя начинается самотек. Но не забывайте статистику онлайна просмотра ваших видео. На 1000 подписок только 10%, то есть на 1000 ваших подписок только 10% присутствует онлайн. Из ваших 1000 подписок И то 8. 10% онлайн Дай бог есть 8. те самые
те самые старые добрые ребята, которые помогали вам развиваться. И если вы на них забили, вот они забьют на вас, у вас пропадет ваш онлайн, у вас начнутся открутки и отписки. Не забывайте ваши корни. Совершенно верно. Да, да, поддерживайте. А потом здесь только хочу одно добавить, что сейчас Джаз сказал. Потом ты сидишь, тебе в комментариях или тебе в Дискорде звонят те же самые твои взаимные подписки, говорят: о, меня просмотры YouTube скрутил. А почему? Вот это вот, честно, все, я больше ничего не говорю. Извините, да? Я просто был обязан это сказать. У меня просмотры скрутил. У меня подписки. Лайки, и все просмотры скручивают. Вот. Так, Ребят, Тимыч, я вот- извиняюсь, что я всех перебиваю, но Давай. у Тимыча после меня был вопрос. Давай, да-да-да. давай. Теперь Тимыч. Это система сорсов. Вот я хотел почему такой вопрос задать, потому что я тоже люблю запуливать сорсы, когда пустое время. Круто. Я вот сейчас механику алгоритма не понял. Вот ты говоришь, да, раньше они выстреливали, я тоже замечал, что раньше они выстреливали. Там тысячи по 2000 людей сразу за день смотрело. А да, сейчас они затормозили в данный момент, понимаю. А вот в чем причина того, что их затормозило? И ты говорил там, где надо потрикаться ставить, чтобы один из них выстреливал, или как? Вот у меня два вопроса таких. Хороший вопрос. Может кто-то продублирует сообщение, но у меня голос был очень нечеткий, я вообще... Да, очень прям. Ты близко к микрофону, Тимыч, сидишь или что у Тимыч, тебя? повтори, Можно пожалуйста, в студию? по конструктивной. Немножко сократим. Тему, у тебя немножечко микрофон барахлит, правда. Тим? Так, сейчас нормально. Вот чуть-чуть, да. То он прямо хрипит, когда ты близко говоришь к нему. Это он как будто, знаешь, как будто пытаешься до нас докричаться. Такой: алло, типа. Тим, ты удобно. Не, вот сейчас, ну-ка подожди, сейчас давай. Раз, два. Из микрофона выпрыгну кому-то сейчас, да? Вот, я тебе сейчас, наверное, звук убавлю чуть, ты будешь нормально разговаривать. Не, я уже и так уже 98% стоит. Все, давай, еще раз повтори спокойно, внятно вопрос, чтобы Джаз тебя понял. Насчет системы шортсов. Почему в данный момент, как раньше, заливая один шорт, то есть в день или в неделю, это сейчас не выстреливает? И как надо делать сейчас в данный момент, поступать с шортсами? 3 шорта в день, чтобы один выстрелил? Я тебя правильно понял или я тебя неправильно понял? Вот это я хотел спросить. Да, ты все правильно понял. И ты делаешь 3 шорта, из них залетает только один. То есть у тебя есть, ну, для статистики, для прикола, некоторые, я так делал, допустим, и другие так делают, но я сразу предупреждаю, YouTube начал карать за это дело и расценивает это как накрутку. Когда берут один и тот же шорт, один и тот же, с одним и тем же превью, и начинает много раз его заливать, удалять, пока оно не выстрелит, да. О, даже знаем таких. Люди иногда достигают до 100 тысяч просмотров на одном шорте. И накрутчики. Вот. Накрутчики. Но ты реально можешь словить как бы, на свой страх. Может, да. Причем еще, знаешь, Вот, твоя в данный аудитория момент еще потом от тебя алгоритм, может лететь. В данный момент алгоритм, то есть YouTube, он заметил то, что люди пытаются подняться на шорте, поэтому сбавил количество просмотров. Я разовью тему, я всегда подвожу тему. Сначала отдавая мягкую пищу, чтобы она проще усваивалась, а потом добивая ее жесткой, чтобы окончательно понять, как это работает. Вином добивай, да. Мне надо закончить, да. Соответственно, ты делаешь 3 шорта, заливаешь их одновременно, у них одинаковое превью, ты залил их в одно и то же время, у них одно и то же название, но из них из 3 выстрелит только одно. И я тебе даже объясню почему. Потому что один человек посмотрел, ему зашло, другой человек на другом шорте посмотрел, ему не зашло, он выключил на первой секунде, у тебя рухнул STR, у тебя шорт сразу ушел в аналы. А на первом шорте у тебя человек его посмотрел от и до, или пошел там ногти грызть, я не знаю, кофе себе наливать и забыл, что надо перелистнуть шорт, и оно там 3 раза промоталось, и ты такой: ой, блин, надо перемотнуть же. Да, крути на одном типа. У нас нет такой удачи. У нас нет такой Ребят, удачи. я обратил такой алгоритм по поводу, основных видео. Ну, допустим, да, вот анафема вот залетела, да. Я, допустим, выпускаю видео, да, и как бы, окей, хорошо, там все смотрят, все нормально, просмотры пошли, лайки тоже, ну там, плюс-минус там, да. Да. 10 А за там какой где-то определенный, за какой промежуток времени? Да как Просто что там?
Ну, за Да, не день, важно, наверное, вопроса не было два. озвучено. Главное то, что, в общем, я загружаю новое видео, сука, идет, советует, в общем, получается, эту анафему, вот эту вот, постоянно вот эту вот анафему. Вот получается, вы берете, получается, видеоролик, который вы создаете, и, получается, обогащаете, получается, тот прошлый ролик, который взлетел. Правильно, да. А в Вот, чем? я вот обратил вот такой вот алгоритм, даже такое бывает, вот у этого Ютуба. Юпитер, по идее, можно, но не нужно, нехорошо. Это когда одно и то же видео заливаешь, это рано или поздно это накажется. Видео, это Дело не в том, Урочек будет, да. я говорю не Любимые про то, наши что спамеры. тоже. Оно у тебя уже есть, оно уже у тебя все готово, просто его смотрят и все, как бы и лайки, короче, комментарии, все летит, короче, из других каких-то там определенно как бы просмотров, из других зрителей, которых, в общем, даже и нет на канале вовсе. Да. Я просто имею в виду тому, то, что вот заливаешь, допустим, новый видеоролик, а обогащается, получается, тот старый, который ты создавал, допустим, год назад. Почему так? А каким образом? Я черт его знает, Ну, как это, это, бля. во-первых, Откуда такой вывод? одинаковые теги пропиши, вот тебе будет рекомендовать после твоего видоса тот видос. Так, теги разные, получается же, ведь создается, Вывод получается, откуда такой? название. А ты да, Потому что я обратил по статистике. какой А статистики? как ты это Юпитер, понял? Ты можешь объяснить взаимосвязь? Ну, взаимосвязь, смотри, ты загружаешь видеоролик, получается, новый. Идет, допустим, вот полоска дальше просмотров, через какое-то время, там, допустим, да, там проходит там 3, там, ну, 2 недели, и у тебя вот почему-то вот выстреливает, в общем, анафема. Вот, Я без старый понятия, ролик. впервые слышу. Всё. Я Ну впервые вот. слышу слово анафема. Я тебе такую А историю что за расскажу, а слово ты это, я думай, так как и не хочешь. понял. У меня канал... Анафема, Подожди. Кто? анафема в переводе священное проклятие называется. Ужас. Ну, это у тебя Смотри. название такое видео получается. Смотри, у меня канал 13 лет. Развитие канала было, начало моего канала положено было не с того, чтобы просто его сделать канал, а для того, чтобы делиться с друзьями. Я занимался профессионально авиасимуляторами, Microsoft Flight Simulator. Мы записывали наши полеты совместные, какие-то обучалки, как завести самолет, там, ну, настоящий PMDG, допустим. Не PMDG, а Boeing 747, допустим, я в состоянии завести до сих пор, я помню всю авионику. Ну, суть не в этом. И у меня было видео. Я его выложил, как мы летали все вместе на этом авиасимуляторе. И, соответственно, не так давно я думаю, а чё бы и да, и начал записывать свои игры и стримить их. Да. А между прочим, на том видео было 300 просмотров. Знаешь, что произошло в середине этого года? Оно выстрелило, и выстрелило, по-моему, я не помню, Илья, до скольких? До 3 до 4 тысяч просмотров? Ну, в районе, да, в районе 5. В районе 5. Просто так. Просто Да, так. и Вот да. она взяла и пыльнула. Угу. Ну не... Зашел человек, ему понравилось, он где-то его добавил, его кто-то другой увидел, и пошло-поехало. Ну да. То же самое с твоими шортами, я полагаю, а не то, что ты добавил на видео. Я такой еще реакции ни на одном из своих шортов не встречал. Просто Но ну, у меня есть шорты, которые крутятся и крутятся. До сих пор они популярны, потому что там я тег поставил, название поставил правильно. Ну, то есть я прям такой, блин, ну вот эта тема, она будет вечная, это классика. И мне надо правильно, я название сделал, тег сделал, Нет, тег под комментов видео снять сделал. эти все И в теги. описании тег сделал. И оно до сих пор крутится уже за год оно набрало... нет, ты какой за год? За 9 месяцев оно там за 60 тысяч просмотров, что ли, ушло, этот шортс, и мне до сих пор видео, прилетает которое с ты него... забыл, выстреливают, да, такое бывает. Очень интересный алгоритм. Да, Еще вот. вот, допустим, смотри, такой нюанс. Я, допустим, делаю шорты. Я вот настолько ленивый иногда, что сижу на унитазе, сру и делаю шорты. Прям с Ютуба. У тебя с Ютуба есть такое создать шорты? Не И ты прям всегда. из видео творческая личность. Да, и ты из видео Вылезает. сразу же делаешь шортс. Но единственный косяк этого шортса, то, что оно не в 10, не в 2К, не в Full HD, да, оно там какое-то обсосанное 480 или 360, я хрен его знает, если честно. Ура. Вот. Да, и я думаю, почему, сука, Майнкрафт, с одного Майнкрафт, шорта ко мне никто не Майнкрафт. подписался? А смотрели, но никто не подписался. И Я чё? тебе хочу очень... Да? Хочу сказать одну очень интересную вещь, которая также и касается третьего пункта вашего сегодняшнего диалога про превью. Я просто начал добавлять на видео слово «подпишись». Да. А все, Да, все так просто и банально, да? Да.
Да, Из каждого шорца у меня пошли подписки. С каждого. да. Ну, они у тебя, получается, выпадали прямо в список, красным цветом получается, или подписок. другим цветом? Просто бывает так, что подписываются, а колокольчик не ставят. То есть даже бывает такая ситуация. Смотри. Да, Ну, колокольчик просто, бывает. Главное, что подписка была, там, а без колокольчика, Да. колокольчик, главное, что подписка. Твои пацаны придут, ЦТР поднимут, лайкос Дорогие репост мои, сделают. я вас всех могу сейчас разочаровать, если что, если хотите. Потому что ваши просмотры, основные просмотры ваших видеороликов, не стримов, видеороликов, они все равно идут от людей, у которых нет подписки на ваш канал. Спасибо за внимание. Почему не хочется поплакать? Да. Нет, процентов 60, 70, 80%. Да. Нормальная статистика. Только 20% они с подпиской смотрят. Зайдите в творческую студию, посмотрите, сколько вас смотрят с подпиской, и вы заплачете. Но это у всех каналов. У всех каналов так. У всех. Не разница, у тебя 1000 подписчиков, 50 или 50 тысяч. Без разницы. Я вон каналы видел. Да, и прямо много у них там. даже сверхпрокачанных получается, да? Какие прокачанные? Нет, просто Да. если ты активный чувак, тебя вот и будет рекомендовать YouTube и все. Если вот будешь действовать определенным шагам, то есть раз в день заливать видос, там, шортс, активный канал, чтобы не умер. Почему у Джаста 13 лет назад не было активности, и мы не продвигали? Тут активность началась на канале, у него бах, стрельнул тот видос, который уже был на YouTube, но он не продвигался, потому что канал был мертвый, а тут он ожил. Доброе утро. А ваши просмотры на нормальных видеороликах, зайди в творческую студию, посмотри, сколько твоих роликов просмотрели с подпиской именно, и сколько без. И ты будешь удивлен очень, потому что процентов 20-30, если у тебя 30 роликов, 30% твоего видеоматериала смотрели твои подписчики, то я тебя поздравляю. Но в основном статистика вся в другую сторону. Я это когда первый раз слышал, не верил, но увидел. У меня канал не один. Поэтому мантру, я придумал мантру. Подпишись на канал, поставь лайк, пиши комментарий. Да-да, Макумба, знаешь такое слово? Макумба, теперь знаю. Макумбу, конечно, знаю. Не знаю, Если ставишь на красного цвета, красный цвет он больше привлекает внимание. Да, глаз. красный цвет, потому что у тебя вот на ютубе вот подписка красная белым, то же самое, знаешь, и вот это заманивает. Вот почему я красную кофту надеваю. Ну, конечно, ты... Чеканок сидит как кнопка подписки канала ютуба, знаете, такая кнопка. Копперфильд. Кашпировский. Кашпировский, нифига тут слово Тимыч откопал. Тебе столько лет уже, что ли? Ты такой старый. Кашпировский. 29, а что? Ну, для тебя молодой, ты старше меня. Ну, Для себя я старый. да, так речь о чем? Я все слушаю. Леночка, речь о том, что один говорит, надо теги ставить, другой говорит, теги не надо ставить. А я говорю, что описание, там и пишите описание ролика, а не ставьте там 300 тысяч тегов. Ну и все. А Джаст все это закрепил? Да. Четвертый говорит, вообще на Twitch переходите, бросьте этот YouTube. Так, не рекламирую запрещенные организации. Просто тогда говорил, Да. что... Ну это твой личный опыт. Ты выложил один раз видеоролик, Да. По очереди. там было сказано, то, что в описании там хэштег, короче, через решетку получается, вот эти вот, которые вот, ну, решетка там, допустим, да, там Да. слово, Решетка это называется, решетка, символ, хэштег. Ну да, вот это хэштег. Ну, тем не менее, я уже говорил, Для музыкантов поймут. что его не надо ставить, потому что вы, короче, останетесь, то есть, получается, у вас почему-то канал, короче, посылает в теневой бан. Да, ну брось. Слушай больше людей, которые тебе говорят на ютубе, как развивать канал. Слушай эти каналы больше, подписывайся на них, пиши им комментарии, задавай им вопросы. Они тебе никогда не откроют ни одного секрета, как правильно надо продвинуть канал. У них такой контент, а им надо, наоборот, аудиторию говорить. Мы сейчас вам расскажем, но они так это растягивают, что ты, во-первых, пересмотрев это видео 358 тысяч миллионов раз, ты ничего не понял, тебе ничего не понятно, и ты будешь его пересматривать. Ты смотришь вроде бы, как продвинуть канал на YouTube. Смотришь, заходишь на это видео, а там тебе воду льют в уши, и ты смотришь, ты поднимаешь им CTR, они попадают в рекомендации, у них много подписчиков, но информации там нету капли. У них на этом контент и построен. Привманил, сказку рассказал, но ничего ты не понял. Все, смотри следующее видео. Ну, Это Илья, похоже на на самом это. деле, Вот как раз об этом тоже хотел. подожди, так, Джаз, что такое? Алло?
Да, Илья на самом деле прав, потому что у меня давным-давно все знают создано видео по продвижению по всем вопросам, по тегам, реально по всем вопросам. Да. И что происходит, когда происходит вопрос раскрутки какого-то канала? Я ему просто говорю, вот зайди ко мне в такой-то плейлист, посмотри такие-то видео и все. Знаешь, что происходит дальше? А ничего не происходит дальше. Я просто захожу к этому человеку через неделю на канал, у него стоят настроенные теги, ну, пускай не 0. самые лучшие и топовые, но он сам понял, как это сделать, у него стоят свои теги, он сам их впихнул в настройки канала, запихнул их под видео, он просто посмотрел мои видео, он все понял и больше не вернулся. А у меня никакой статистики роста просмотра видосов, понимаешь? Ну, это А у плюсом. этих человек... А вот ты не обманываешь, ты честный, потому что... Да, мне нету резона накручивать вот эти видео. Мне они сделаны для того, чтобы вот, с Олегом и с Ильей помогать людям развивать каналы. Всё. Не более того, В этом конечно. интерес. Да, только интересно, чтобы и мы потом смотрим, такие, о, смотри, пошло. Ну Это да, мы- вот Илюха, ну да. Илюха сидит, маной намазался, сидит, знаешь, в красной кофте, в кепке. Его маной намазали, а я такой говорю, а я все время спрашиваю пацанов вопросом, а что такое трова? И удалил нахрен. А он сидит маной намазанный, понимаете? Нет, дело все не в этом. Дело в том, что он правильно сейчас сказал, или я сейчас быстренько это. Так оно и есть. Все те, которые вас хотят там научить, посмотри, там через 300 роликов позже будет та же самая хрень, воду льют. Если ты посмотрел этот ролик с начала до конца, тебя заманил их премнюха, я тебя научу, как настраивать YouTube. Все. Да. У тебя Ты просто... попался. Ты просто, да, просмотрел этот ролик до конца, им больше ничего-то от тебя и не надо, никаких донатов, потому что им важно было, чтобы ты посмотрел эти 8-10 минут от начала до конца. У них все получилось. А ты, как сидел без информации путевой, так и остался сидеть на своем месте, потому что пишешь 500 тегов, которые не нужны вообще твоему ролику, они неправильные, да, и все. Доброе утро. Блин, у меня там родственники пришли, меня сейчас порвут на маленькие лоскуты. Ребят, я очень рад, что, собрались, и неохота никуда уходить, но мне, к сожалению, нужно будет к семье двигаться. Спасибо Олег, большое спасибо, всем. что собрал нас, проводить Я рад, что получилось такой стрим поднять, нифига себе, тут сперва 1-2, тут сидел в одном разговаривал, теперь у нас тут уже не знаешь, по очереди вот такой получился. Даже очередь. Очередь выстроилась. Подождите, знаете, как давайте, знаете, как завершим каждому буквально по 10 секунд Давайте. пожелания Олегу Граверу в этом Рождество и в этом году. Чисто Олегу. Начинает во храм. Ну что, Олег, с Рождеством тебя, счастья, здоровья, тебе всего наилучшего, уюта в доме, в общем, процветания семье. Тимыч, Всем лайк. Я желаю и на Рождество, и в грядущем Новом году, чтобы у тебя продвигалось все твои деяния в твоем YouTube-канале, в личной жизни, и самое главное, что в семье все было отлично, береги семью в первую очередь, потом уже на втором месте работа и хобби. Спасибо большое. Гейм. А я скотина наглая, я трачу больше времени. Я хочу сказать, Давай. что Олег и Илья постоянно на каждом своем стриме, еще раз, на каждом своем стриме дают ссылки на все каналы. Да. Рассказывают о тегах, рассказывают об описании, рассказывают о том, о сём, о пятом, о десятом. И зайдите там к Джасту на канал, посмотрите его видео. И ни разу, знаете, что я не слышал, не видел? А я ни разу в чате ни от кого не видел. Блин, Олег, блин, Илья, спасибо. У меня канал пошел вверх, и большое вам спасибо, пацаны. И счастья в этом новом году. Пока. Все. Так, Спасибо Мага. большое. Мага, ты здесь? Мага. Дагестан? Походу в GTA закружился. Если он в GTA Надрисовал, сейчас начинает... попался. Если маги дали ключи от Мерседеса... Там, по-моему, Ну, да. тогда, Олегович, я скажу еще пару слов. Я хочу Давай. пожелать тебе, чтобы в этом году у тебя по работе все было выше и выше, все, чтобы зарплата росла, чтобы деньги были, чтобы семья не болела. Ну а самое, что хочется мне тебе пожелать, оставайся собой просто-напросто. Вот это я в тебе ценю, сколько мы с тобой уже общаемся. Ты какой был, такой остаешься. И я вот тебя за это уважаю и люблю. Как говорится, счастья, здоровья, успехов в новом году. Спасибо большое. Спасибо все, кто здесь сегодня присутствует. Спасибо за стрим. Да, Еленочка, спасибо тебе, что была. Юпитер, неожиданно. Давно тебя вообще не видел на просторах Ютуба. Все, кто сегодня были в чате. Бархатова не было. Я ждал Бархатова. Ладно, он занят.
Мага, Он Чеканок, и конечно же, да, опять же, всех отметим по-любому в описании, попозже чипская обработается, стриму теперь Ютубу надо будет понять, что здесь происходило, весь чат пока этот воспроизвести, это будет непросто. Спасибо всем, кто присутствовали, да, мне просто нужно, к сожалению, покинуть вас, идти к семье, Рождество, нужно поужинать и такие вот дела. Все остальное вы увидите на каналах. Как только будет возможность, мы обязательно здесь, на этом же месте, на этом канале продолжим еще один какой-то подкаст в таком плане или не в таком. Это покажет уже судьба. Всем желаю отлично встретить Новый год. Спасибо за поздравления с Рождеством. Увидимся в 2024 году. Ребята, всем, как говорится, пока-пока. Продолжение следует. Как я всегда говорю, мы обязательно продолжим этим заниматься в следующем году. Так что не болейте. Встретите хорошо Новый год. Еще у Чеканка будет Чеканок Стар Супер. Там будет новогодняя пати. Разберемся. Всем удачи. Продолжение следует. Очень рад был. Ну все. Спасибо за внимание. И до скорых встреч, друзья. Всем удачи. Пока-пока.